Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео о заготовке и заморозке домашних полуфабрикатов. Это экономит время и деньги, мне так удобнее. Мне эта тема близка, раз в месяц я заполняю морозилку полуфабрикатами. У меня 8 килограмм говядины и 2 курицы по 2 килограмма. Разделала кур на части: голень, бедро, крылья разрезала на фаланги, малое филе, большое филе, набор для бульона. Замешиваю тесто на пельмени и манты. В часть муки добавила 2 яйца, соль и слегка перемешала. Начинаю замешивать тесто, добавляю кипяток. Постепенно добавляю муку. Добавляю растительное масло без запаха. Готовое тесто убираю в пакет и оставляю на минут 20-30. Часть мяса с косточками я разложила в пакеты и убрала в морозилку для приготовления первых блюд. Из оставшегося мяса приготовила фарш. Фарша у меня получилось 4 килограмма. Приготовлю пельмени. Я взяла 1 килограмм фарша из общего количества. Добавила 20 грамм соли, у меня соль крупная, ориентируйтесь по своей. 3 грамма черного перца. Добавляю 250 грамм репчатого лука, предварительно перемолола на мясорубке. Добавляю 170 мл воды. Хорошо перемешиваю. Пельмени я буду делать на пельменнице. Тесто я буду делить на такие пропорции: 120 грамм вниз, 80 грамм вверх. Раскатала тесто, выкладываю на форму. Ячейки заполняю фаршем. Сильно много накладывать фарша не стоит, иначе они растянутся и могут порваться в процессе варки. Раскатываю верхний пласт теста, выкладываю на форму. Прохожу скалкой. Остатки теста убираю в пакет. Пельмени выкладываю на досточки и убираю в морозилку. Приготовлю манты. Взяла 1 килограмм фарша из общего количества. Добавила 800 грамм мелко нарезанного репчатого лука. Немного его предварительно помяла. Добавила 30 грамм соли, у меня крупная, и 5 грамм черного перца. Перемешала, постепенно добавляю воду и перемешиваю еще раз. Я добавила 180 мл воды. Тесто делю на удобные части, мне так будет легче раскатывать.
убираю в пакетик, чтобы тесто не подсыхало. Раскатываю тесто, разрезаю. Раскладываю начинку, на каждый выкладываю по небольшому кусочку сливочного масла. Леплю манту, выкладываю на доску, убираю в морозилку. Приготовлю котлеты. Взяла 1 килограмм фарша из общего количества. У меня 250 грамм хлеба и 300 миллилитров молока. С белого хлеба обрезала корки, а мякоть замочила в молоке. — 250 грамм репчатого лука измельчила блендером. Хлеб постоял 10 минут, измельчаю его тоже блендером. Добавляю 2 яйца, перемешиваю и добавляю все это к фаршу. Добавляю соль, у меня 30 грамм крупная, и черный перец 5 грамм. Сначала для удобства перемешиваю лопаточкой, потом руками, далее отбиваю фарш. Делю на 19 частей. Из каждой части формирую котлету, обваливаю в панировочных сухарях, выкладываю на доску. Отправляю в морозильную камеру. Приготовлю печёночно-говяжьи котлеты. Печень хорошо промыла, удаляю пленку и желчные протоки. Печень обязательно вымачиваем. Заливаю молоком. У меня печень вымачивалась 3 часа. Печень нарезаю на небольшие кусочки. У меня печени 800 грамм. У меня остался 1 килограмм говяжьего фарша. Печень порционно измельчаю блендером. У меня 150 грамм белого хлеба. Срезала корки, порезала на небольшие кусочки. Хлеб тоже порционно добавляю к печени и измельчаю. Добавила сухой чеснок 15 грамм, соль 30 грамм у меня крупная, перец черный 3 грамма. Хорошо перемешиваю миксером.
Раскладываю по формочкам, отправляю на заморозку. Отдельные части раскладываю по пакетам, добавляю соль, перец, растительное масло без запаха. Так отправляю сначала в холодильник, а потом для заморозки в морозилку. Приготовлю наггетсы. Разрезаю малое куриное филе пополам. В панировочные сухари добавляю сладкую паприку, 1 чайную ложку. Соль по вкусу, перемешиваю. Куриное филе обваливаю в панировочных сухарях, раскладываю и отправляю на заморозку. Приготовлю куриные котлеты в вафельных коржах. У меня большое куриное филе, 1 кг 100 грамм. Измельчила блендером. Добавила соль, 1 чайная ложка. Черный перец 3 грамма. Добавила 120 мл воды. Хорошо перемешала фарш. Готовый фарш переложила в кондитерский мешок. Вафельные коржи нарезала на удобные кусочки. Куриный фарш выкладываю на вафельные заготовки, сверху накрываю. Перекладываю на доску и отправляю в морозилку. Если вы никогда не пробовали делать такие полуфабрикаты, очень рекомендую. Еще один несомненный плюс таких мясных заготовок – они получаются довольно экономными. К тому же это довольно быстро и просто. У меня получилось пельмени 2 кг 550 грамм. Печеночно-говяжьих котлет 1 кг 930 грамм. Бедра, голени, крылья, общий вес 1 кг 630 грамм. Мант 3 кг 420 грамм. Говяжьих котлет 1 кг 930 грамм. Наггетсы 210 грамм. Куриных котлет в вафельных коржах 1 кг 320 грамм. Общий вес полуфабрикатов 12 кг 990 грамм. Делитесь в комментариях, какие заготовки делаете вы, мне будет очень интересно. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно, до новых встреч!